Богатыми становятся воры и коррупционеры. А я-то им нахрена нужен? Портфель носить, кофе носить, полы мыть и все. Один социальный лифт. Секир башка, так-то и кирдык. Ты будешь жить в своей нищете и в говне. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет! Сегодня будет специальный выпуск об успехе и заработке. И есть всего лишь одна причина, по которой человек может превратиться из бедного в богатого. И сегодня я об этой причине вам расскажу. Но прежде чем начать, я хочу спросить тебя. Как ты думаешь, почему люди становятся богатыми? Напиши мне в комментарии. Согласно опросам, когда бедных людей спрашивают, почему люди становятся богатыми, чаще всего они отвечают следующим образом. Богатыми становятся. Первое. Дети богатых родителей. Ерунда, статистика опровергает. Статистика, более того, говорит о другом, что дети богатых родителей очень часто там, ну знаете, того там наркотики, то сё спиваются и так далее, и тю-тю. Второе. Воры и коррупционеры. Ну вы поняли. Ребят, это очень опасная деятельность. Если ты начинаешь заниматься опасной деятельностью, рано или поздно оказываешься в тюрьме или тебя убивают просто, и все. Поэтому тоже не соответствует статистике. Третье. Люди без стыда и совести, которые ни перед чем не останавливаются. Ну здесь даже комментарии излишни. Вы посмотрите, самый богатый человек на земле — Илон Маск, далее там Джефф Безос, там, Билл Гейтс и так далее. Ну посмотрите, если бы эти люди ни с кем бы не считались, ходили бы по головам и так далее, разве они смогли бы сделать такие огромные компании, несколько компаний? Нет, конечно. Поэтому те, кто ходит по головам, ни с кем не считается и так далее, ну слушайте, их рано или поздно тоже там секир башка, так-то и кирдык. Все. Поэтому смотрите, все три ответа, которые обычно делают бедные люди на вопрос, какие люди становятся богатыми, они не соответствуют истине. По моему личному опыту, вот приведенных здесь категорий людей, среди богатых людей не более 20%. Да, это немало, скажете вы. Я соглашусь с этим, 20%, но другие 80% — это другие люди. На самом деле у бедного человека существует только один социальный лифт, и я вам сейчас о нем расскажу. Единственный социальный лифт, который может вынести бедного человека в богатое состояние, в преуспевающее состояние — это окружение. Я очень много об этом говорю и сейчас приведу вам ряд доказательств. Итак, исследование, опубликованное в журнале Nature, проанализировало дружеские отношения в Facebook 72 миллионов человек. Это самое крупное исследование, да? Это 84% взрослого населения США в возрасте от 25 до 44 лет. И что же выявило это исследование? А вот что. По мнению ученых, если вы действительно хотите прийти к успеху или, как говорят экономисты, повысить свой социально-экономический статус, то лучшее, что вы можете сделать — поступить в престижный институт любой ценой. Понятно, да? Может, правда, я не знаю, там берут ли там, да. Важен только высокий уровень вуза. И вот вы все тут сполошитесь и скажете: Рыбаков, ты же постоянно говоришь, что вуз — это там детская продленка и так далее. А вы дослушайте до конца. Вы знаете, почему они говорят, что надо поступить в этот престижный вуз? Давайте, я продолжаю. Итак, ваша цель в этом вузе, в этом престижном вузе, внимание, подружиться с богатыми сокурсниками, не умными, не красивыми, не звездными, а именно с богатыми, и все. Дальше такая дружба приведет вас по жизни, как эскалатор, едущий наверх, к бабкам, к процветанию и ко всему остальному. Понятно? Поэтому если вы идете в вуз, где ни хрена нет этих самых богатых и процветающих людей, все, кирдык, это и детская продленка, и твоя могила. Понятно? И дело-то не в том, что ты будешь с богатыми друзьями, они тебя будут пивом угощать, да, или там денежек тебе отсыпят. Да нет, дело вот в чем, что в окружении определенных людей у тебя перестраивается мышление, образ мышления. Твои желания становятся другими, карта твоих желаний меняется, а карта твоих желаний — это и есть другой ты. Если одни люди
хотят только в пятницу там бухнуть или еще что-то, да, ну и это с ними по жизни и случается. Другие люди хотят другого. Вот. Посмотри, вокруг тебя сейчас какие люди, с какими желаниями? Вот какие у них желания, такие у тебя желания. И вот посмотри, эти желания, которые ты удовлетворяешь, к чему тебя приводят. Вот и все. Ну вот теперь вам стало ясно, да, почему это исследование указывает на вуз. Ну потому что это самая простая, объективно самая простая дорога. И если есть вуз, в котором много богатых людей, а в престижных вузах Америки много богатых людей, ну значит это здравая идея, да. И если ты хочешь знать, что же теперь-то делать, тогда продолжай слушать внимательно и записывать. Возьми бумажку какой-нибудь, листок, записывай. Все надо внимательно записать, я повторять не буду. Ну вот вы скажете, это все про Америку, а в России это все по-другому. Я вам так скажу, в России то же самое. В России есть места, где тусуются очень успешные люди. И если ты среди них оказался, да, среди этого окружения, то тебе тоже по жизни будет способствовать успех и удача. Такое место, вот ты здесь вот пройдешь под этим видео, там есть ссылка, называется X10 Академия, ну ты знаешь. А я хочу рассказать о своем примере, как я оказался на физтехе, подмосковный Долгопрудный, там есть такой институт, университет, входит в топ-100 университетов мира, кстати. Все, что со мной случилось вот в жизни, значимого, важного, произошло в этом окружении. Там у меня случилась дружба с моим другом Сергеем Колесниковым, с которым мы основали первую в моей жизни компанию Технониколь. Вот и все. То есть на самом деле, ну я вам честно говорю, я подзабивал на учебу, не ходил на лекции и так далее, ну вы понимаете, да? А вот с дружбой у нас все сложилось, да? И компанию мы основали, и первых рабочих, и служащих, и сотрудников брали именно с физтеха, наших студентов, да? Ну, потому что вот братство такое помогало вот всеми силами, да, чтобы у нас получилось. И у нас получилось. Поэтому, когда ты считаешь, что вот в Америке работает, в России нет, я тебе доказал. В России работает. И мой пример, моя судьба этому доказательство. Ну и теперь вопрос, а существуют ли еще другие такие рассадники успеха и вот этой удачи? Конечно, существуют. Есть рассадники, так называемые говнорассадники, да, всякие говнокомпании, говновузы, говнохрень какая-то, существуют, да, а есть рассадники удачи и успеха. Смотрите, процветающие и быстро развивающиеся компании, где сильнейший менеджмент, сильнейшая корпоративная культура являются вот, собственно говоря, источниками такого вот окружения, да. Часто я вижу людей, которые отказывают себе в возможности пойти в суперкомпанию, потому что говорят, ну что я пойду на позицию, что кофе буду носить там и так далее. Я говорю, иди на любую позицию, иди портфель носить, кофе носить, полы мыть и все. Неважно, зацепись любой ценой. Обязательно окажись в сообществе людей, которым способствует успех. Вузы, о них я уже сказал, X10 Академия, да, X10 движение. И вот сейчас ты полностью готов, чтобы сделать свой первый шаг к твоему успеху. Поэтому прямо сейчас останови видео, проходи по ссылке X10 движения, да, подпишись на канал и стань частью X10 движения. Все, пусть это будет твой первый шаг. Только будь внимательным. Если ты отложишь этот первый шаг на завтра, то ничего не будет. Ты будешь жить в своей нищете и в говне. Понял? Действуй. Напоследок я хочу ответить на типичное сомнение у бедных людей, которые вопрошают, а я-то им нахрена нужен, нахрена богатым людям тратить на меня время, нет, они меня не примут, изгонят меня, поэтому я не пойду. Я скажу следующее. Первое. Те, кто стал богатыми, тоже начинали бедными. И им когда-то тоже кто-то помог. Поэтому у них ответочка. Поэтому, ну, вот просто иди, и ты наткнешься на человека, который тебе поможет, поддержит тебя в первом твоем шаге. Это раз. Второе. У очень многих богатых людей просыпается вот это вот give back, что называется, благодарность и, ну, как бы поделиться успехом, который у него случился. Ради признания, ради того, что ты скажешь спасибо, благодарность и так далее. Это второй аргумент. Ну и третий, меркантильный.
Ты прав, у них есть меркантильное желание. Знаешь какое? Когда ты станешь богатым, ты будешь дороже покупать товары, продукты, услуги, которые делают те богатые люди. И это их меркантильный интерес. Да-да. Когда много богатых людей, жить веселее, да? Прибыли больше, улыбок больше и так далее. Поэтому смотри, пусть эти 3 аргумента растопят окончательный лед в твоих сомнениях. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.